Вечер, друзья. 26 апреля. Приехал трактор. Сейчас перевернет и сразу бараной следом идет. В общем, разбил все груды, бараной идет. Огород у нас будет готов под посадочку. Так что все прекрасно. Не успел снять, как он прилетел. Семейство живут тут. А мы едем шишки собирать. На грядочку, там где у нас гибискусы. Под лесочек. Принес что-то им кушать? Там они строят, он что-то, видишь, там внизу, да, что-то он там строит, там. Класс. Вы, наверное, друзья, сейчас нам пишите комментарии, а мы лазим, собираем шишки в нашем лесу. Мусора, конечно, капец тут много. Какая-то такая красивенькая елочка попалась. На верхушках все, да? Ага. И так соберем. У Люсечки прогулка на поводке. Давай я тебя отвяжу. Иди сюда. Иди маме. Иди сюда. Все, походи. Только не убегай. Ляля! Убежала. Нарвали, друзья, шишек. Была там повалена сосна одна. От нее обломали ветки зелененькие. Укроем розочки, и все будет хорошо. У нас заморозков нет по прогнозу, у нас +1. Самая низкая температура завтра ночью. Так что у нас все хорошо, друзья. Все хорошо. Вот так мы с вами прогулялись немножечко. Ну, снимать тут особо нечего, конечно, но все равно птички, природа, тишина. 9 часов, начало 10, друзья. В промежутках отвечаю вам на комментарии. Укрыли малину, клубнику. Укрыли розы. Ну, розы укрывали не сеном, а укрывали хвоей, которую привезли. Ветками хвойными. Ну, наверное, плохо будет видно, уже вечер. Ну, завтра покажу, конечно. Фух. Ну, теперь можно идти отдыхать и отвечать на ваши комментарии. Все спасено, все нормально. Все укрыто. Все замечательно. Приветствую, друзья, у нас на канале. Наша Кавуся. Пьемо. Начинаем наш день. Выходной день. Проснулись только недавно. Можно сказать, только встали. Хотя уже около 10, полдесятого. Как-то немного дольше спали. Ну, это нормально. Для воскресенья это хорошо. 27 апреля, воскресенье. И у нас небольшой утренний обход. Да, Лялечка? И пьем кофе. Вчера уже было темно, но я вам показал. Все укрывали, все спасали, чтобы, не дай Боже, не замерзла. Это клубника, вы знаете. Малину вы тоже знаете. Землянику не укрывал. Она лесная, дикая. Думаю,
с ней ничего страшного не случится. Вот такая она у нас. Видите? На многих кустиках есть цветочки этой земляники. И на многих видно, что еще будут. Розы мы укрыли хвоей, как я вчера и говорил. А это у нас шишки с леса. Они пойдут на вот эту клумбу. Там получилось так, что шишки и опад немного. Красотки, да? И еще, друзья, вчера видите, ну как видели вы, да, уже трактор приезжал, как бы он сразу пахал и сразу баранил бараной. Ну, теперь вроде бы можно и садить уже что-то тут. Я так прошелся, больших комьев нету. Единственное, что тракторист говорит, вот в этой части, говорит, земля такая, говорит, я не знаю, что там можно сделать, говорит, или что садить, лучше гарбузы или что-то такое, говорит, потому что там такого, говорит, непонятно. Ну, там все понятно, там когда меняли вот этот столб, заезжала облэнерговская машина, ну и колеи такие, получается, сильные, продавленные там, в общем, ладно, нам все равно столько не надо, определимся. В общем, огород под посадку, под посев у нас готов. Теперь осталось определиться, что нам садить, в каком количестве и как. Ну, в целом все хорошо. Подготовили. Подставочку, ребят, нашел под кофе. И знаете, что делаю? Пока солнышко хорошо греет, открываю нашу полуницу, чтобы она солнце почувствовала. Негоже ей, пока солнышко, сидеть под сеном. Так, мы ее откроем. На ночь у нас сегодня +2. Это последняя такая холодная ночка такая будет у нас, по идее, на ближайшие 10 дней. Конечно, там все может измениться много раз, но будем контролировать этот момент. И поэтому пока открываем. Пускай наслаждается солнышком. Это бурьян. Это тоже. Так что вот так. В воскресенье все отдыхают. И мы отдыхаем. Работа это не назовешь. Поэтому всем хорошего выходного, друзья. Вот. Вот и прекрасненько. Малинку открыл. Клубничку открыл. Пусть загорает на солнышке. Кайфует. Вот такая у нас потихоньку вырисовывается красота. Но шишек не хватило. Ничего, сделаем. Дособираем. Сейчас полоску, потом еще полоску, потом еще полоску. И влага будет, и ничего прорастать не будет, и мешать не будет. Все будет круто. Между делом, пока прибил на новом месте
градусник, потому что он успешно отвалился от окна. Был на двухстороннем скотче, но теперь не отвалится. Теперь он у меня на таких чудо-гвоздиках будет. И здесь тенечки, больше времени здесь тенечек. Так что більш-менш буду показывать верно. Как-то так. Тенечек, друзья, продолжается. И в продолжение нашего дня, поскольку у нас уже огород готов, мы перед этим покупали вот такую кукурузу. Сейчас мы ее замочим. Возьмем влажную тряпочку и замочим, чтобы завтра можно было ее посадить. Надеюсь, она набухнет и все будет хорошо. Вообще, я думаю, я делаю правильно. Опыт у меня нулевой в этом деле. Но она, так как она вся пересохшая, мы подумали, что ее надо обязательно замочить. Что-то нам подсказывает. Я еще думал, что ее здесь мало, а ее здесь нам более чем. Садить будем вдоль забора. В 2 ряда, наверное. А там посмотрим. Накрываем. Может, теплой водой надо было, конечно. Не уверен, но уже об ступеньку вымазал тряпочку. Думаю, это не страшно. Скоро с меня будет чудо агроном какой-то получится, наверное. Хотя зачем мне это все, я не знаю, я не могу ответить. Попробуем, все равно заняться пока нечем. Поэтому найдем себя пока в огородных делах. Да? Ту мы оставили. Набухать еще есть вот такая. Не знаю, ее тоже, наверное, надо, чтобы набухала. Но это попозже я сделаю. Чтобы не перепутать, где какая. Надо будет еще придумать, как так посадить. Наверное, эту поперек, а ту вдоль забора. К этой мы вернемся чуть-чуть позже вечером. В отдельную какую-то тряпочку. Надо будет, конечно, нам, друзья, подготовить буряк. Морковку остатки можно будет там высеять. По какому-то там календарю Таня смотрела. Завтра последний день апреля, когда удачно сеять морковку. Может, завтра и посеем там через дорогу. Все равно чем-то его забивать надо, то и огород. Чтоб не пустовал, не зарастал там ничем ненужным. Я сорняк имею в виду. Так что там тоже будет и бурячок, и морковка, и капуста. Ой, капуста, простите, кукуруза. Картошки там у нас что-то есть. В общем, чем-то засадим. Хотя, еще раз говорю, не особо-то он нам и нужен. А сегодня проходила соседка, шла с церкви, наша хорошая соседка. Привлекло внимание ее во дворе наши эти ивовые пальмы, ивовые, вербовые. Каже, что тут такие у вас? Зашла в гости, прошлась маленькой экскурсией. Ой, каже, я теж таку хочу. Но это наши очень добрые, хорошие соседи. Поэтому я ей пообещал, что ей тоже такое сделаю. Сплету. Вот, надо будет мне посмотреть, сколько у меня там прутиков осталось. Хватит, не хватит. И порадовать женщину таким маленьким произведением. Ну, искусство это громко сказано. Просто таким вот
Хочет, сделаем, ради бога. Это не проблема. Плетутся они легко. Главное было бы с чего. Еще бы изучить, как плетут корзинки, но там все намного сложнее, я так понимаю. Было бы интересно. Для себя. Сугубо для себя. Никакого бизнеса, никакого заработка, никакой коммерции. Если это можно назвать коммерцией. Я вообще считаю, если человек работает своими руками, то это не коммерция. Коммерция — это когда работают на человека. Ну, это мое личное мнение. Я его никому не навязываю. Когда человек работает сам на себя и своими руками, это самозанятость. Вот. В общем, сделаем нашей соседке вот такого интересного штучку. Все хорошо, спокойный такой день, друзья. Выходной, если бы не одно но. Нежданно-негаданно, ничего не предвещая, сломался у меня зуб мудрости, покрошился. И теперь не знаю, как у кого, но у меня постоянно такая проблема. Теперь все внимание там. Слава богу, хоть не болит. Я стоматологов ужасно боюсь. Не могу вам передать, кого я их боюсь, но боюсь ужасно. У меня аж колени трусятся. У меня был первый горький опыт стоматологии в 97 году. Я пошел запломбировать, болел зуб. Ну, вообще шел рвать, но мне сказали, надо лечить. Вырвать успею. Угу. Она мне каналы чистила, стоматолог-то. Без укола, вообще без ничего. Я думал, у меня ногтевые пластины в поручнях кресла останутся. И вот у меня теперь с того времени какой-то выработался панический страх. Я после этого лечил зубы. Даже вот во Львовской области, когда мы были в Стрию, 3 зуба я там починил. Безболезненно, быстро и недорого. Фу, ну, казалось бы, да, чего бояться. Все уже как бы с уколами, все хорошо. Почему она мне не сделала укол, я не знаю. Наверное, потому что это было бесплатное лечение. Ну, я тогда еще был слишком маленький. Юн, молод, или как правильно. Не знаю, в общем. 17 лет мне было. Сейчас понимаю, что ребенок. Тогда казалось, что взрослый. Оно всегда так, наверное. Вот. И после этого я очень боюсь, в общем, этих стоматологов. И понимаю, что все-таки надо мне будет обращаться, чтобы с этим делом не затягивать. И от этого у меня уже настроение испорчено. Ну, не радостно. Совсем не радостно. Я не знаю, что должно в этом мире произойти, чтобы у меня любовь к стоматологии вернулась. Или хотя бы страх пропал. Ну, вот так. Такие у меня сегодня переживания и страхи случились в этот выходной день. Все хорошо, да не совсем. Видите? Ну, умом понимаю, что все будет хорошо. А так страшно. Ну ничего. Попьем кофе? Не? Да? Ну давайте, раз. А вот и наш кофе. Мне, знаете, друзья, сосед еще подсказал, говорит, есть по вторникам и четвергам еще рынок, помимо основного. Вот туда тоже привозят саженцы, потому что на основной рынок саженцы привозят только по субботам. И я вот это думаю, если вдруг так сложится, что дай бог мы успеем, то можно было бы в четверг заехать и
посмотреть, возможно, что-то приобрести. Нам тут есть где посадить. Ну, пеньков здесь, конечно, много. Но я хочу еще. Вот я вам сейчас, друзья, и покажу. Вот торец нашего огорода через дорогу. И я хотел бы там в торце еще пару каких-то фруктовых деревьев. Я думаю, они там не помешали бы. Кто-то писал в комментариях: Федя, займись мужским делом, проведи в дом воду там и тому подобное. Знаете, что я вам хочу сказать? Вот непосредственно здесь, где мы находимся, я что-то слишком мало видел женщин на огородах. И осенью, и сейчас. Ну, очень мало. В основном мужской контингент, скажем так, занимается огородами. Воду я заведу. Труба в доме. Я ее прокопал, проложил, если вы помните. Воду заведу. Мне осталось 1/3 отдать уже за скважину. 2/3 мы выплатили, слава богу. Ну, если быть точным, то 20 тысяч мы отдали. Буквально позавчера 10 тысяч я отдал человеку. Еще 15 тысяч мы должны. Вот как только я с ним рассчитаюсь, с человеком, я сразу уже буду заниматься и приямком этим для скважины, и водой в дом, и самой ванной, и всем остальным. Не будем распыляться. Будем, раз уже нас выбила с колеи эта скважина, раз ее надо было делать, раз не было возможности уже ждать, значит, с этим вопросом мы решили. Люди нам помогли, спасибо. Теперь надо с ним рассчитаться, а все остальное потом уже плавно делать. Также и с летним душем. У меня была профтруба, я поварил каркас. Позже возможность появится, я с удовольствием возьму профлист и все, что необходимо, чтобы сделать душ. Как-то так. Я думаю, я двигаюсь правильно. И если я двигаюсь неправильно и кто-то мне подскажет более правильное направление, я только благодарен буду. Только буду благодарен. Друзья, ну мы же дружим. Мы одна большая такая семья уже на ютубе. Поэтому я всех адекватно воспринимаю. Адекватно воспринимаю все советы. Я прислушиваюсь, советуюсь с вами, спрашиваю, вы подсказываете. Ну, я думаю, это нормально, в порядке вещей, правда. Вот такой, ребята, у нас получился день. Так он прошел, как настоящий истинный выходной. Отдохнули, завтра уже начнутся огороды. Для меня они начнутся первый раз в жизни, так что завтра новый этап моей жизни. Новый этап в моей жизни, вот. Маленький. Вам, друзья, желаю всем скорейшего мира, тихого, мирного неба, спокойного вечера, дня. Увидимся с вами завтра. Поделюсь своими достижениями завтра. Кто-то за меня порадуется, кто-то нет. Это понятно. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайк. Пишите комментарии. Я всегда вам рад, и вашим комментариям тоже. Поэтому до завтра. Еще раз мирного неба и всем здоровья. Сегодня мы еще на один день ближе к миру. Всем пока.